Итак, гутер мутер, дамы и господа, мы продолжаем прохождение Starfield. Сейчас проверим звук, и я к вам вернусь. Так, ну, звук вроде бы есть. Давайте будем пробовать с этой игрой. В принципе, она не такая уж и плохая. Пока, по крайней мере. Может быть, я найду, что в ней делать. Может быть, в этом помогут моды. Посмотрим, работают ли эти моды. Посмотрим, что у нас сейчас на вес. То есть, я не знаю, я не проверял, если ты из игры выйдешь и зайдешь. Будут ли они срабатывать? Ну, по идее, как бы как должны. Доставка дьявола. Так, задание там надо было как-то пойти по двум, да, этим. Да, 30 тысяч веса у нас осталось. Что по... Графика вроде бы накинута. И давай смотреть задание, чтобы я вспомнил. Спросите о Персивале в управлении торговли. Можно сделать так. Командир Туала дал мне задание. Мне надо явиться на Бдительный и поговорить с командиром Кивбе и Канде, чтобы узнать подробности. Багровый флот. Мне вот интересно даже вот такое задание. Адриана попросила меня найти ее коллегу, Персиваль на Марсе. Персиваль недавно работал там с торговым управлением, так что это естественное место для проверки. Я не знаю, вот это задание пропадет или нет. Вообще, конечно, я хотел сделать задание Богомол. Ну, допустим, покажи-ка мне на карте, дорогой ты мой, куда вы хотите. В управлении торговли. Так. Это на Марсе. Оп, стоп. А давай-ка мы в своей системе. В Альфа Центавре стой пока. Так, здесь в основном вода. Здесь... Слушай, я бы, знаешь, чтобы не париться, я бы, наверное, не 30 тысяч на вес бы накинул. Я бы накинул бы 1090. Ну вот получится у нас или нет. Давай-ка я еще раз попробую ввести команду. Или даже 300 тысяч накинуть и спокойно уже ходить без перевеса, скажем так. Так. Подожди-ка. Вот сейчас ничего не появляется, я не знаю. Я не хочу реально париться с весом. Я понимаю, что игры от беседки так устроены. Сейчас carry weight. Вот так я наберу. Так, я не знаю, было ли оно видно у вас на экране. Давай-ка посмотрим. Я сетап забыл набрать. Я забыл набрать сетап. Так, поехали. Player.
Запоминайте команды, кому нужно через консоль, но ачивки могут быть недоступны. Кому это важно, кто там за этим охотится. Ладно, давайте я просто 300 тысяч наберем. 300 тысяч веса. Окей, окей. Вот, у нас 300 тысяч веса. А вот теперь нормально. Потому что 30 тысяч, ну мало ли такое. Сейчас если там собирать ресурсы и все остальное. Так, а она хотит на Марсе. Он, вернее, хотит на Марсе. О, давай-ка. Давай-ка мы у него расспросим это все дело. Only what's in the database. She ran the UC Xeno Warfare group until she was dismissed at the end of the Colony War, and they banned the practice. The type of person who, if they hand you a strange sample of alien tissue, you do exactly what they ask, preferably with gloves on. There was also a pretty infamous Admiral Sanan, known as Victus, that was executed after the Colony War. Not sure if there's any relation, though. That section of the database is above my pay grade. You can just call them SysDef. Everyone else does. They're the division responsible for combating the Crimson Fleet, fighting pirates. It's not a small job, keeping the galaxy's mercantile class safe from death and dismemberment, so they're constantly undermanned. They work out of the ship, the UC Vigilance, though the support request was a little vague on what your actual duties would be if you decided you want to lend a hand. Ребята, всем, кстати, всем огромное спасибо, кто подписывается. Hey. Чё, хей? Ты тебе что надо? Что тебе надо, блядь, а? Glad to haul whatever you need. Так, что есть у Сары, что мне нужно будет? Космический шлем навигатор. О, а пошлите, кстати, что-то продадим-то, а? Until later. Ай-яй-яй-яй. Так, ну мне, наверное, надо будет куда? В космопорт и полететь на Марс. А давай, кстати. Давай, кстати, я сейчас... только не зависай, я тебя прошу. На Марсе, а... А бдительный это где? Так, ну это где? Это в управлении торговлей, это Марс. Это система солнечная. Если я, допустим, вот сюда поставлю, к примеру, галочку и посмотреть на карте, это где? Отправиться на бдительный. Оно все рядышком, да? Оно все рядышком. Обас. Что за Фобос-то? Вот он, Фобос. Марс. Идония Марса. Так, исследовано. Так, ну я думаю, что мне стоит... что мне стоит? Что у меня, кстати, с навыками? Физические, хорошее здоровье. Так. А что мне надо? Исцелить 500 повреждений. Ого-го-го-го. Многоватенько.
Больше кислорода получаем на 10%, на 20%, на 30%. Я не знаю, стоит ли... На 20, на 30, на 50% увеличивает убеждение. Это как бы тоже нужно. Так, а вот боевые. Лазерное оружие наносит на 10% больше урона. Пистолеты наносят на 10% больше урона. Лучевое оружие. Оп, на винтовочку. А давай-ка мы с винтовочкой, кстати. А, заблокирован. Кстати, а что заблокирован? Так, одну секунду. Так, все, вроде бы я с вами. Собаки, привет, фанат ПСЖ, привет. Я вот не знаю, что тут мне прокачать надо. Система управления наведением на цель. Так, завершите испытание. Уничтожьте 5 кораблей противника в режиме прицеливания. Пилотирование. Так, баллистическое оружие корабля наносит на 10, а затраты на... Джетпаки. Что такое джетпаки? Я не знаю, что такое джетпаки. Так. На 15%. Ну, это, кстати, нормально. Это, кстати, нормально. Ладно, пока мы оставим все как есть. Так. Так, а что, на лифте нельзя было-то подъехать, а? Ну как ты наигрался в FIFA 23? Так, за МЮ уже ситуация такая. 3-е место в АПЛ, Кубок Англии. 1/8 Лига Европы. Так как МЮ участвовал в 22 году. Так ты уже что ли прошел один сезон или что? Ну ничего себе, ты быстрый какой. Или ты все на симуляции играл? Я специально играю все матчи, потому что чисто на симуляции играть не очень интересно. Интересно, ты все матчи играешь, тебе игрок может травму получить. И все такое. Завтра в школу готов?
Ну, кстати, вот мод, который добавляет в лут вот эти освещения, снимает зеленый фильтр, ну, смотрится, ну, намного лучше-то. Да, деревья, как, конечно, как были мерзкими, так мерзкими и выглядят, но... Так, давай мы сейчас в ларечек что-то продадим. А хотя можно было просто переместиться на корабль, кстати говоря, и все. Так, сохраняемся. Тут, кстати, есть моды, которые... я понял. Тут есть моды, которые могут... Так, что мы продадим? Солнцеворот. Лазерный пистолет. Зон. Просто пистолет, но он мне не на. У него 12, а звездопад 14, поэтому 7,7, боезапас 22, дальность 20. А это звездопад. Давай мы зон, что делаем? Продаем ядовитый гремучник. Эпический пистолет. Ладно. Космически измененный Грендель. У него физика всего 4. Эквинос. Лазерная винтовка. Вот ее б я оставил, конечно. Ядовитый кучер. Осколочный измененный кучер. 62. Резак. Так, скафандр созвездия. Броня... О, скафандр авангарда, кстати говоря. Техник. Скафандр такой-то. Броня 186, но у него физика 58, энергия 62. Здесь физика 64, энергия... Здесь физика еще больше на созвездие. Слушай, тепловой 30. Здесь тепловой 15, воздушный 30. Здесь тепловой 30. Так, ну я бы вот это взял бы. Тут и радиация, тут все кроме коррозии есть. Давай-ка мы вот этот просто продадим. Так как деньги нам нужны. Ранец. Звездный ранец. Давай вот этот калиброванный я продам. Ага. О, тут у нас пошло. Космический шлем шахтера. Броня 78. Space Tracker. Редкий. Космический шлем авангарда мы оденем. А одежку мы оставим. Глянь, сколько. Вот так удобно, конечно. Бар, отличный планшет. Так. Вроде бы как все этот. Вот, вес уже, прикинь, 202. А с весом, который был у нас, ну, тот натуральный, 150. Это, конечно, вообще прикол. Так, а ну-ка, давай-ка с техником. Кредиты торговца. Мои кредиты 37 тысяч. Я могу, конечно, себе... Класс А, дальность 800. Скорострельность 365. Двигатель белый. Ага, вот так можно, да? Тероидальный реактор. Импульсивный лазер. Слушай, нет, давай я не так сделаю. Я просто здесь сохранюсь. А теперь я к этому чувачку. Так, модернизировать корабль. Импульсивный лазер, ну допустим, вооружение 0.
Повреждение корпуса она дает больше. Ну и скорострельность у него меньше. Автопушка. Что это вот всего 758? А чё у меня нет? А, стоимость. А, все, он просто красным отмечается. Так, повреждение щита 24. Слушай, ну повреждение щита тоже нужно. Так. Подавитель что делает? Импульсивный лазер Драгон В. Лазер, вот. Повреждение щита, зато он пробивает на 24. Максимальная мощность. Электронный луч. Кстати говоря, а может быть электронный луч? Вот, автоматический электронный луч. Но у него и... Вот где за него можно почитать, за этот автоматический электронный луч? ЧСТ. Авангард, автопроектор, уничтожитель. Так, авангард, автопроектор. Цена 26. Уничтожитель. Авангард, автопроектор, уничтожитель. Дальность 3000. Скорострельность, повреждение корпуса. Слушай, ну, может быть рискнуть? Давай попробуем его поставить. Ну, допустим. Вот, это у меня что, авангард, автопроектор? А, вот, авангард, уничтожитель стоит, да? Давай-ка посмотрим модернизация кораблей. Вместо подавителя что мы можем взять? Автоматический электронный луч. Автоматический электронный луч. Подавитель. Скорострельность 1,5, повреждение корпуса 36, повреждение щита 5. То есть надо сначала авангардом продавливать. Ракетная пусковая установка, повреждение корпуса, повреждение щита. Вот это хорошо, конечно. Мощность двигателя 21 тысяча, маневровая тяга 3570, целостность двигателя. Генератор, защитные щиты. Ну, тут понятно, что я, допустим, вот этот генератор поставить туда не смогу. А вот ракетная пусковая установка. Вооружение 2. Так. Все, тут только вот либо то, либо то, либо то. Автоматический электронный луч.
Слушай, ладно, давай пока останемся так. И посмотрим, что у нас по... Good day, Captain. Кэптен, так. Recycled air. Just isn't the same as the real thing. Оп, отодвинулся человечек. Перемещение. Мне, в принципе, не надо пока перемещения. А ну-ка, давай-ка мы возьмем этот шлем и этот скафандр. Теперь сюда смотрим по инвентарю. Скафандр. Я думаю, стоит пойти его... стоит пойти его продать сейчас же. Чтобы я потом не запутался. И шлем. Отталкивающий шлем. Я думаю, его стоит чисто сохранить в этот... космический шлем авангарда. Давай, типа, я его одену. Пилот авангарда одену. Броня авангарда одену. Ну, оружие, это понятно. Так. И давай-ка я сюда свожу. Знаешь еще что? Я сюда свожу то оружие, которым я не буду пользоваться. Так, перемещение. То есть я его и пока и продавать не хочу. Так, я не понял. Инвентарь. Так, я нажимаю. Так, вот. Оружие. Давай-ка пока... Ядовитый гремушник сюда положим. Ядовитого кучера. Давай ядовитого кучера сюда же положим. Ну это пока оставим. Так, а теперь-ка я хотел бы, знаешь, что сделать? Я хотел бы звездопад, Эквинос, космически измененный Грендель, осколочный измененный кучер. И сюда я хотел бы добавить значит не так. Так. Сюда я хотел бы добавить избранное, да, получается? В смысле? Что-то я не понял ни хрена. Вот, его надо в сортировку. Добавляем сюда в 9. Так, все, сейчас я побегу, это все продам. И мы с вами... Hello.
Скафандры. Техник скафандра. Эклиптика. Цена 10, представляешь? А, мне надо продать, мне надо ку. Ку я говорю, блядь. Так, вот это мы явно продаем. Вот это продаем. И вот это продаем. Все? И распродались вроде бы. Насчет денег, господа, не паримся вообще. Пока, по крайней мере, пока. Сохраняемся. Ну что, летим сначала. Взлетаем. Вроде бы поставил себе нормальную пушку, вроде бы. Так что. Так, а я что, попить себе не взял? Так, а ну-ка ждем. Ждем, секундочку. Да, снова с вами. Хорошо жить в четырехкомнатной квартире, но когда что-то потеряешь, поставил напиток в коридоре, вот на тебе. Так. Давай просто проверим. Хорошо. Так, на гравитацию ставим. И поехали. Ну, давай в прикрытие, показать на карте B. Я предлагаю сделать сразу вот так и... Стыковка. Ой, сейчас как-то быстро получилось пристыковаться.
Ну? Так, ну надо валить этих товарищей, если чё. At all of this. You see, SysDef certainly isn't taking the Crimson Fleet threat lightly. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Так, Welcome aboard the UC набор Vigilance. бдительный. Did you have any questions before I escort you to the commander? Так, у меня есть миллион вопросов, но они могут подождать командира. Я здесь по официальному делу авангарда, поэтому предпочел бы поговорить с командующим. Вы можете сказать о компании Vigilance? Командиром, есть ли что-нибудь, что я должен знать? Так. I'm not authorized to divulge information about this vessel. Suffice to say, it's one of the toughest ships in the UC's arsenal. Так. Yeah, listen to him carefully. The commander's a one-and-done kind of officer. In other words, he hates to repeat himself. Other than that, just observe standard military decorum, and it should Короче, keep you надо from соблюдать serving any воинский time on the этикет ship's какой-то. cleaning detail. All right. This way, please. So, you're the vanguard that took down that terramorph on Tau City. Да, уже как новости дошли. Around here. Everyone upstairs is talking about it. Так, а ну-ка, стой, подожди. Давай-ка я сниму, наверное. That must have been one hell of a firefight. I almost regret missing out on all the fun. Of course, we don't normally see that kind of action on the Vigilance, but we have our moments. All right, Vanguard. Take the lift up to Ops. Commander Akande should be waiting for you. Good luck. Да, блядь, чё собака разгавкалась? Не знаю, короче, лежит, гавкает там сам собой. It's absolutely freezing here. Так, я, наверное, здесь сохранюсь на всякий случай. Once we get rid of all the pirates, the galaxy will be a better place. I Так. believe we have something important to discuss. Да, давай, дискас что-нибудь. Ah, there you are. Commander Kibwe Kande, UC SysDef. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Tuala's offer. Ну, я пока не совсем согласен с этой идеей-то. Well then, let's just see what we can do about that, eh? This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. That's strange. According to your file, you've encountered them before. On Vectera specifically. They were the pirates that attacked your Шустрый mining ты какой, outpost. сезон завершил. Surprised you don't remember. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach.
We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. It certainly does. So listen up. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Они уже погрузили, блядь, в это контейнер. Так. Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some serious fines. Лигу Европы взял второе место, Кубок Англии 1/4. Так, мне интересно, где он взял контрабанду. Well, it's the best we've got. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. Так. Well then, I suppose you'll just have to take your chances. In the meantime, I expect you to follow my orders. Да ты можешь ожидать все, что хочешь. Слушай, ожидай, потому что я буду его This приказы entire выполнять. operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Then you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. I'm not about Блять, to заебал он just use your best judgment. Это Trust your скипнуть. instincts. Хотел на паузу Watch your back. поставить. Так, секунду. You were saying you have permission to speak. If you would kindly continue.
Please, finish your thought, so that we can move on to other business. Так, господа, сейчас еще играем максимум часик. И все, так. Fine. Whatever gets the job done. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDev, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Well, you better learn quick. Otherwise, I'll start looking for someone to take your place. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance, and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. All we know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United А в одежде колонии приду Basically, ничего, да, блядь? you land in jail, you're going to have to deal with the fines. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. That's why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. А то, что ты ожидаешь, мне вообще все I равно. can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Так, ну выход. You have your orders. Yes. What? Maintenance crews are the unsung heroes of the Vigilance. Ensign Betty does a ton of work keeping things shipshape. Yes? Bye for now. А ты кто? All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Well, Блядь, since it не isn't то every day хотел we ответить, но stumble ладно. across a criminal's fully written confession, we need to build a case against our suspects.
The more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, they'll leave plenty of evidence for you to find. I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. You're damn right I do. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. What? No. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. О, денежки, да, денежки мы любим. Commander Akande came up with the idea. He was concerned you might not help us simply because it was the right thing to do. Да-да-да, я такой. All Я right. такой. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Так. Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Yeah. Maybe. No, it's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But, maybe we can talk about it some other time, okay? We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. We'll be here if you need us. Так. Yes? Howdy. Pardon. Так, ну отправимся сюда. Я думаю, что мы продолжим эту игру после того, как я собаке капельницу поставлю. Where are we headed next? I'm listening. Talk to you later. Так, теперь смотрим, что у нас по заданиям. Давай попробуем сюда отправиться. Только сначала я, наверное, сохранюсь.
Сразу музычку космическую добавляют. Оп, как из жопы вылетел. Из клаки, блядь. Так, ну, конечно, вот это, что переходить туда-сюда и... Так, терраморфы, надо их, короче, убивать. Надо нормальное оружие, кстати говоря. Блять, да я же... Движок игры построен так, что как кубики. Do your part to keep Sidonia graffiti free. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No tree. There's no grass. It's depressing. We got lots of stuff. Just ask. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Oh man, I'm still new here, so I don't know how qualified I am to answer that. We're like this huge network of shipping and trade throughout the known universe. Everyone. Free Stars, UC, even Varun uses us in some capacity. Because I guess we're all about free trade for all. Yo, I wouldn't be surprised if we bought and sold from the Crimson Fleet, right? They pay my salary, so as far as I'm concerned, they're all right in my book. Так. Yo! This dude came in once trying to sell this whack-looking fish or something. It was still alive. He had it in this big plastic bag full of water and everything. Good size, too. I was trying to tell him I didn't know if we took in things like that, but then my boss came over and told me we absolutely did. And I had to process the sale and store the thing. Man, what a pain in the ass that was. Короче, какую-то рыбу тухлую взял. The hell's that about, right? Так. Man, sorry, I can't really say that. Really, they told me not to say anything like that because rumors, you know? All I know is that we're running a business here, and I was told to take in all trades and sell whatever we've got. And listen, I'm not gonna worry about anything other than that. Ну ладно, получается такой обмен. That's what we do here. А, это купить у него. Не-не-не. А, ну давай это все сейчас продам. Так. Come back anytime. Так, подожди-ка, я что-то не понял.
Это что такое? Так, стой, я что-то тут подзапутался. Спросите о Персивале. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? Капитан Джокер, авангард. Мне нужна помощь Персиваля Окера в расследовании тревожного. Do you now? Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing. Называй меня капитаном. A shame. Но. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. Dr. Walker decided to start brewing and selling his own pharmaceuticals. Короче, доктор решил собственные препараты продавать ниже себестоимости. Какой-то контрабас, наверное. Прямо запрещено контрактом. Мы потребовали свою долю прибыли и начали удерживать его за ЗП. Короче, он сбежал от них, бросив долг и неоплаченные счета. Зачем шахтерам его прятать? Красные дьяволы. Подразделение морской пехоты. Окей. Базируют здесь на Марсе, хотя оно было расформировано вскоре после войны колоний. Понятно. Доктор, наверное, бывший военный доктор. Так. He did leave his post, however, with a sizable debt to his name. If you were to find him and get him to pay, the Trade Authority would be most grateful for it. Oh, I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them? Так, сколько он должен? Why? Feeling charitable? I don't recall the exact figure off the top of my head, but with the interest it's accrued. Слышишь, блядь, начинает уже там выебываться проценты. На счетчик, блядь, уже доктора поставили. Сука, 90-е года в космосе, блядь. I couldn't have put that better myself. Pity. Perhaps a little advance on my part might pique your interest. Visit the Sixth Circle, a bar on the lowest level of the city. If someone in Sidonia knows where Percival is, you'll find them there. A reduced noise ordinance is in effect every night from 2200 hours. Так, с 22 до 5 утра у них нельзя шуметь. Давай-ка я, наверное, сниму сейчас с себя вот это все.
Так, ну красть у них тоже, я так понимаю, нельзя, да? Так, ну я ж тут сохранился вроде бы как. Broken spears upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. Ха-ха, если мне нравится пить в окружении дебилов. Могу, ну это, наверное, будет по-любому этот. Ну, видишь, как хорошо. Doc Walker? You're barking up the wrong... You. Why don't you come here and tell me what some fanboy captain wants with Walker? Do yourself a favor and just go. Стой, подожди, я хочу загрузиться. Я хочу попробовать загрузиться и ответить, если бить с дебилами, то это, блядь, типа как. Мне просто интересно. Broken spears upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. The hell you just say to me? I gotta... Andy, sit down. You. Don't appreciate some stray wandering into my bar, harassing my patrons. Even the ones I should have cut off 2 drinks ago. Now spit out what you want, or march. Doc Walker? You're barking up the wrong... Hey, enough. And you, why don't you come over here, Captain? Так, ну вот теперь давай-ка попробуем сохраниться. Так, Red devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. We don't Stray belong here. topsider wanders into my bar asking after a man like Percival Walker. Raises questions. What do you want? ну, а чё б мне сказать, что эта баба его прислала? Адриана. Подожди, я вот... стой, я вот не въехал... не въехал... Now, you going to tell me what you want with Walker or not? Так. Ну, блядь, я не помню, кто такая эта Адриана. Стой. Если тут... Так. Адрианы. Адрианы, да, значит Адриана, Адриана, Адриана. Адриана. Now, you going to tell me what you want with Walker or not? Hadrian? A woman named Hadrian sent you, a member of the Vanguard, to find Percival. Now, if that tag's a forgery, it's a damn good one. All right, Captain. If you are who you say, supra et ultra.
Vanguard motto. What's it mean? Should have. Высь там, что-то там. Over and above. Выше и дальше. I see. And tell me, what grade was it you got on your entrance exam? A, C, D+? Yeah, sure you did. Sorry, can't help you. You can spare us the performative stonewalling. We simply need a moment of his time, and you needn't hear from us ever again. And you're someone I should trust, huh? Why? I'm UC military. Retired. Can give you my gene tag code too if you'd like. Not necessary. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the trade authority. But if someone resolved that debt, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival, and the rest of us devils. And I'm always inclined to help a friend. Red Devils were the meanest Marine unit the UC Navy ever had. Couldn't get in if you hadn't done at least one stint as a Martian Dusty. Made us tough, reliable. It's why they chose us as the handlers for the UC Xeno weapons. No other unit could handle that pressure. Percival, though, he wasn't a grunt like all of us. Science officer. Made sure the monsters behaved themselves around the Devils, and didn't with everyone else. But it was those monsters that did us in. When the colony war ended and the armistice came down, everything associated with Xeno weapons got shelved, Red Devils included. Now they're just a memory. Так, Me? Nah. Infantry officer. But my grunts deployed alongside the things. Never seen anything like it. Before or since. Monsters from the darkest corners of the Black, rampaging across the battlefield. And understand why they banned them. Brutal. Armistice hurt us more than most, but... wow. Wasn't all bad that came out of that agreement. Well... most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. If you've got credits to throw away. Не, ну это явно не для меня. Rumor is the trade authority keeps all their records and collections Вот это спиздить, вот это on a можно. central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a road we should travel. But, one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was Да-да-да, мы one это let out сделаем. right into the Только уже authority в следующий storeroom. раз. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. And I look forward to hearing the good news. Hey, you may be Hadrian's friend. Come here. Так, давай-ка я сохранюсь и продолжим. После сделаю собаке все, что надо, и будем уже потом нормально играть.